Ты чё, не мужик? Не можешь свою бабу успокоить? Так слышат некоторые мужчины, когда рассказывают, что их женщина ими манипулирует. Привет, я Оля Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь 7 типичных манипуляций, которые ты даже не замечаешь. 6 противоядий, чтобы защититься от женских манипуляций. Почему девушка манипулирует тобой в отношениях? Почему манипуляции вредят твоим отношениям? В конце видео я расскажу, что делать, если твои отношения приносят только чувство страха, вины и плохое настроение. Иногда даже самые уверенные в себе мужчины не могут противостоять против женских манипуляций. Как же женщины манипулируют мужчинами? И как увидеть это коварство и противостоять ему? Я расскажу про женские манипуляции на примере моего клиента, который пришел ко мне на консультацию. У него было ужасное чувство вины и тревожности в отношениях. Назовем его Антон. Они познакомились с девушкой, начали с ней встречаться, конфетно-букетный период. Они встречались, ходили в кино, держались за ручки. В общем, все, как это происходит в начальной фазе отношений. Кстати, про другие фазы отношений и вообще, какие они существуют, я рассказываю у себя в телеграм-канале. Со временем Антон начал ощущать, что его девушка Аня стала им манипулировать. Она использовала свой кокетливый характер и умение готовить. Все свои манипулятивные тактики Аня использовала для того, чтобы контролировать своего парня. Когда Антон и Аня гуляли с друзьями, то Аня вдруг внезапно могла расплакаться и умоляла Антона уехать домой. Аня делала все для того, чтобы привлечь внимание Антона и отвлечь его внимание от его друзей и близких. И наиболее гаденькой манипуляцией, которую Аня делала, она заставляла Антона ревновать. Она создавала ситуации, когда Антон жутко злился и ревновал. Антон начал жутко тревожиться и понял, что он стал несчастнее. Таким он пришел ко мне на консультацию. Но уже через несколько встреч он стал не бояться потерять свою девушку. Антон научился говорить словами изо рта о том, что ему не нравится. А еще он научился выражать свои чувства и делиться ими с Аней. И самое важное, что Аня начала открываться в ответ. И она поняла, что те травмы, которые у нее были из детства, начали проявляться в отношениях с Антоном. Антон научился отслеживать свои состояния и контролировать свои эмоции. Из-за этого со временем поведение Ани перестало так тревожить Антона. А Аня научилась замечать свое поведение и свои истинные потребности. Обоим стало легче. Ведь своими детскими травмами мы фоним друг другу в отношениях. И очень важно научиться обходиться с этим обоим участникам процесса. 3 причины, почему девушка использует манипулятивные техники. Контроль и власть. Некоторые девушки используют манипуляции для того, чтобы контролировать своего партнера, а лучше прямо полностью его контролировать. Девушки могут создавать такие ситуации, в которых партнер полностью зависит от своей девушки. Все это, скорее всего, у девушки исходит из детских травм, и таким образом девушка закрывает свою проблему. Неуверенность и низкая самооценка. Некоторые девушки используют манипуляции для того, чтобы показаться более уверенными, чем они есть на самом деле. Потому что вообще-то такие девушки на самом деле очень сильно не уверены в себе, и у них низкая самооценка. Они могут искать утешение и самоутверждаться за счет своего партнера. Желание сохранить отношения. Некоторые девушки очень боятся потерять своего партнера, поэтому они делают все только для того, чтобы он с ней остался. Вот несколько видов манипуляций, которые используют девушки, а также я дам противоядие, как этому противостоять. Первое. Манипуляция своей значимостью. Девушка пытается всеми способами сделать так, чтобы ты заслуживал ее расположение и любовь. Например, «Ну я же твоя жена, ты обязан отвезти меня к маме прямо сейчас». Чтобы с этим обходиться, нужно понять свои собственные потребности в данный момент. И пример ответа: «Сожалею, что я не соответствую твоим ожиданиям, но…» и дальше подумай, что тебе нужно в данный момент. Манипуляция виной и долгом. Примеры ее фраз: «Из-за тебя я проспала». Или «У тебя плохое настроение, и у меня теперь тоже плохое настроение. Ты виноват. У меня аж голова разболелась от разговора, который ты начал». Чтобы противостоять этой манипуляции, можешь использовать такую речевую конструкцию. Сказать «я сожалею, что…», дальше ты подставляешь то, что тебе сказала девушка, и дальше настаивать на своем. Например, «Сожалею, что ты, как моя жена, сейчас чувствуешь себя неуслышанной, но у меня на это свое мнение».
И здесь я очень сильно прошу тебя забыть про вот этот стереотип по поводу того, что любовь – это как две половинки. Но вы же не жопа, чтобы быть двумя половинками. Вы каждый по отдельности, со своими целями, потребностями и взглядами на жизнь. Манипуляция страхом. Какой смысл у этой манипуляции? Заставить тебя отказаться от своих убеждений и намерений, навязав при этом страх. Примеры таких фраз. Если ты не будешь мне доверять, то мы с тобой не будем встречаться. Если ты от меня уйдешь, то я буду никому не нужна и останусь одна. Чтобы противостоять этой манипуляции, ты можешь взять из ее слов важную для тебя часть и сказать, как ты ее можешь сделать. Например, мне очень хочется, чтобы ты была моей девушкой, но для того, чтобы я тебе доверился, мне нужно видеть твои поступки. Газлайтинг – это снять с себя ответственность за действия, которые разрушают отношения. Пример ее фраз: «Ой, да тебе это только кажется». «Хватит придумывать, я такого не говорила». «Да ты псих». Если газлайтер тебя в чем-то обвиняет, то попроси манипулятора предоставить факты, которые подтверждают ее слова. Манипуляция любовью или дружбой. То есть сыграть на страхе, потерять дружбу или любовь. Что тут девушка может говорить? Ну, например, «Ты же мой лучший друг, поэтому, пожалуйста, отвези меня за 700 километров в будний день в 12:00. Если бы ты меня любил, то ты бы обязательно вместе со мной ездил к моей маме». Что делать в таком случае? Ты можешь сказать: «Мне очень жаль, что сейчас я не могу поехать к твоим родственникам, прямо сейчас не могу сесть за руль, потому что я работаю», и так далее. Манипуляция через комплимент. Здесь такая схема. Комплимент плюс команда. Комплимент обычно завязан на каких-то гендерных стереотипах или чувстве собственного достоинства. А цель манипуляции – безотказность мужчины. Например, «Ты самый лучший муж, поэтому, пожалуйста, купи мне iPhone, машину, новую шубу». Как решить? Комплименты себе принимай, а команду не выполняй. Ну ты же не пес. Манипуляция молчанием. Самая гаденькая женская манипуляция. Девушка неделями молчит и всем видом показывает, что ты виноват. Хотя ты спрашиваешь, что случилось, она молчит. И она как будто пытается тебя, как песика, тыкать в лужицу, что ты сделал что-то не так, что ты что-то противное такое натворил. Таким образом, она ждет от тебя, чтобы ты вымаливал прощение и слушался ее во всем. Как быть? Заниматься своей жизнью и сказать ей, что если она будет готова к конструктивному диалогу, то пускай она об этом даст знать. Пиши в комментариях, какие манипуляции говорила тебе девушка. Манипуляции обычно приводят к плачевным последствиям, причем как для мужчины, так и для девушки. И вот почему. Во-первых, такое женское поведение может привести к тому, что в паре пропадет доверие. Если мужчина понимает, что им манипулируют, то он понимает, что в этой паре девушка его не уважает, и искренне с ней быть ему не хочется. Во-вторых, манипуляции могут привести к нарушению равенства в паре. И в-третьих, манипуляции могут привести к разрыву отношений. Никто осознанно и без проработанных травм не хочет находиться в отношениях, где нет равенства, доверия и искренности. Манипуляции могут привести к психологическим проблемам. Если в паре девушка постоянно манипулирует, чтобы достигнуть своих целей, то мужчина может чувствовать себя неудовлетворенным и ущербным. Это также может привести к высокой тревожности и даже к депрессии. Попасть в отношения, где тобой манипулируют, очень неприятно, но я с тобой. Я расскажу тебе общие правила, что делать, если ты понимаешь, что тобой манипулируют. А дальше дело за тобой. Не давай ей управлять тобой. В отношениях вы равны, и никто не может контролировать друг друга, но вы же не две половинки жопы. Не поддавайся на ее требования и угрозы. Если ты будешь продолжать поддаваться на ее требования, то она и дальше будет манипулировать и наслаждаться этим. Ты имеешь полное право решать сам, что тебе делать, и не давать никому себя контролировать. Говори, если у тебя есть проблемы или недовольство, то открыто говори девушке об этом. Прямо словами изо рта. Не подавай ей ложных сигналов, что все в порядке, если ты чувствуешь, что внутри что-то не так. Ты имеешь полное право на свои чувства и на выражение своих эмоций. Не позволяй ей манипулировать тобой эмоционально. Важно научиться уметь отслеживать свои эмоции и с ними обходиться. Так ты будешь королем румбы, и она не будет тобой манипулировать. Будь уверен в своем мнении. Каждый человек может действовать по-своему. У каждого человека есть свое мнение, и ты можешь следовать только ему. И это мнение может быть отлично от других людей. Не стесняйся обратиться к психологу. Близкие могут поддержать тебя, но они не смогут сделать это профессионально и исследовать твою проблему для того, чтобы тебе стало легче.
Конечно, бывают маленькие женские манипуляции, на которые ты с удовольствием ведешься, но очень важно осознавать, что в данный момент тобой манипулируют, и ты на это с удовольствием идешь. По опыту работы с мужчинами я понимаю, что вам очень сложно отслеживать женские манипуляции. Ну, потому что с детства мужчин выращивают женщины, и иногда можно даже не заметить, что то, что сделала мама, и то, что она впихнула в тебя кашу, на самом деле было большой манипуляцией. А ты этого совсем не хотел. И поэтому ты приучаешься насиловать себя. А вырастая, мужчина понимает, что все женщины так себя ведут. Но на самом деле нет. Если тебе отвлекается то, что я сказала, и ты испытываешь страх или вину в отношениях, у тебя часто плохое настроение, ты не понимаешь, как работают твои эмоции, и вообще ты чувствуешь, что у тебя внутри что-то не так, то добро пожаловать ко мне на консультации. Ссылочку я оставлю в описании. Если ты думаешь, что уверенность в себе и умение распознавать манипуляции – это врожденное, то я тебя и расстрою, и обрадую. Это не так. Это каждодневная работа над собой, и каждый в силах это сделать. Важно только твое желание и действие. Мои клиенты – это прекрасные ребята, которые научились быть хозяевами своих эмоций, и они до работы со мной об этом даже не могли мечтать. Я знаю, что нужно сделать, чтобы у тебя получилось так же. Жду тебя на консультацию. Ссылка в описании. В любом случае помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой. А еще я хочу поблагодарить своих спонсоров, которые поддерживают мой канал. Абу Мухаммед, Александр Писарук, Сваянус Руокус, Арт Бус. Если тебе нравится то, что я делаю, и ты хочешь поддержать мой канал, то становись спонсором. Ссылочку на это я также оставлю в описании.